Всем привет, друзья! Вы на канале Ленивый Турист. Давай проведем небольшой опрос. Вот ты знал, что в Барнауле есть сереброплавильный завод, которому город обязан своему основанию? Напиши ответ в комментариях. И если знал, то ты молодец. А если нет, то для кого я делал вот это вот видео? После просмотра этого ролика перейди по аннотации сверху и обязательно посмотри. Я же все-таки ради вас стараюсь. Ну а те, кто пришел сюда ради другого, не менее интересного места, вашему вниманию представляю. Павловский сереброплавильный завод. Вернее, все, что от него осталось. Да, этому месту повезло куда меньше, чем его собрату по столице Алтайского края. Но давайте все по порядку. И как всегда, начнем с истории этого места. После закрытия Колыванского завода в 17 веке пришлось в срочном порядке строить новые в Сузуне и Павловске. Начальником Колывано-Воскресенского завода Андреем Ивановичем Порошиловым остров стала проблема нехватки леса для выжига древесного угля, на котором тогда работали все металлургические предприятия. Данная проблема вынудила начать поиск нового места для завода. Строить его надо было на реке, достаточной для сооружения плотины в местности, богатой лесом. Рассмотрели несколько вариантов и остановились на реке Космоле. По приказу Порошина советник Христиании, сержант Елагин, геодезист Попов и плотный дел мастер Мартин 13 апреля 1763 года прибыли в Урывную. По осмотру данного места оказалось: на место к постройке завода весьма удобное. А вот Андрей Порошин уже рапортует царице Екатерине: место заводу найдено. План-чертеж завода был составлен геодезистом Поповым, а к обсуждению его решили привлечь всех членов канцелярии. Сегодня многие павловчане считают, что завод и плотина были спроектированы самим Иваном Ползуновым, но на самом деле это не совсем так. Иван Ползунов никогда не был в Павловске. Просто Ползунов, выдающийся русский изобретатель, был одним из чиновников, подписавших данный план, то есть отношение к заводу он имеет довольно косвенное. При впадении речки Фунтовки в Космолу была сооружена насыпная плотина, длина которой составила, согласно плану, около 180 метров и ширина 25,5 метров. О высоте можно только догадываться, взглянув на сегодняшнюю оставшуюся насыпь у развалин сереброплавильного завода. На строительство завода согнали 1116 человек. Предприятие должно было стать одним из самых образцовых, ведь заводу было присвоено не имя реки или деревни, а имя царевича Павла Петровича. Новопавловский завод был основан, то есть заложен фундамент 8 июля 1764 года. Видимо, 8 июля можно считать днем рождения Павловска. В октябре этого же года завод выдал первый металл. Первых мастеровых перевезли с Барнаульского завода. Их всего было 110 человек. А к 1860 году в Павловском заводе трудилось уже 2047 человек. Как и на других заводах округа, в процессе плавки было занято не менее десятка специальностей. Внутри каждой существовала сложная квалификационная иерархия: мастер, подмастерье, ученики, рядовые работники. Все они имели различную зарплату от 24 до 70 рублей в год. По масштабам производства и количеству занятых на нем рабочих к концу 18 века Павловский завод стал крупнейшим предприятием металлургии в России и давал четверть всего серебра, получаемого на Алтае. Павловский завод имел 22 плавильные печи. От вододействующих колес работали молоты и сверла. На заводах преобладал ручной труд. Заводские печи работали исключительно на древесном угле, хотя в 18 веке было известно несколько месторождений каменного угля. После отмены крепостного права алтайские заводы, не выдержав конкуренции с капиталистическими предприятиями, быстро ушли в упадок, как и сереброплавильный завод Барнаула. И Павловский завод был закрыт в 1893 году. Кстати, павловцы в разное время не раз показывали себя людьми, способными к решительным действиям. Еще до революции 1917 года бунтовали против власти. Условия труда на заводе были очень тяжелыми и заставляли мастеровых оказывать сопротивление местной администрации. Распространенной формой протеста стали побеги и неявка на работу. Приписные крестьяне попросту не выходили на вывозку руды. После закрытия завода в его зданиях размещались различные предприятия. Со временем большинство строений было демонтировано. В советское время в сохранившемся корпусе располагалось училище. В 1980-х годах комбинат бытового обслуживания. К 90-м годам прошлого века всего комплекса сохранилась только плотина и производственный корпус. В 1990 году здание было передано в собственность кооператива «Триабелин». До 1999 года в бывшем производственном корпусе работала мельница и зернодробилка. С конца 1999 года остатки заводского комплекса оказались заброшены. У нас часто ругают 90-е годы, однако утрата большинства памятников архитектуры произошла именно в первом десятилетии наступившего века. Остатки комплекса бывшего Павловского завода были в буквальном смысле брошены на произвол судьбы. Не помогли ни статус памятника культурного наследия, ни так называемая государственная охрана. Зато в отличие от Барнаульского пруда, использовавшегося для производства, который спустили почти 100 лет назад, Павловский пруд по-прежнему остался и даже стоит плотина, которую даже в начале 1970-х годов была отреставрирована. Есть легенда, что в 1966 году в Павловске появилось первое асфальтное покрытие, и чтобы проложить асфальт на улице Толстого, потребовалось разрыть глубокую широкую траншею, уложить в нее 400 кубометров леса и засыпать его шлаком давным-давно не работающего серебряного
сереброплавильного завода. Учитывая, что обработка руды в 18 веке проводилась далекими от современных методов способами, можно сказать, что павловцы и сегодня в какой-то степени ходят по серебру. В 90-х годах в Павловске ходили разговоры, что японцы предложили выкупить у нас это покрытие, вывести его с помощью современных технологий и извлечь из него кучу серебра, но наши им отказали. Здесь нету истории о призраках, которые придумали, чтобы привлекать больше туристов. Здесь нету зданий, предприятий, которые мы могли бы стать объектом туристических экскурсий. Здесь стоит величественный памятник и руины под статусом «Памятник истории», который, кстати, мог бы поспорить с Барнаулом по статусу столицы горного округа. В мае 1764 года на заседании городского совета было решено перенести административный центр Колывано-Воскресенского округа из Барнаула в Павловск, поскольку к тому времени возведенные на болотистой почве в барнаульском поселке здания значительно обветшали, а то и просто сгнили, и посчитали, что на новом месте обустроиться будет способнее и регулярнее. А о Павловске было сказано, что место тамошнее барнаульского здоровее и просторнее. Однако в итоге перенос административного центра городского округа Сабина к Осмолу не состоялся, и столицей наш Павловск не стал. На этом у меня все. Спасибо тебе, что досмотрел это видео до конца, и если вам оно понравилось, то поддержи это видео лайком. А если хочешь больше подобных видео, то подпишись на канал, чтобы не пропускать ничего нового. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч.